Всем привет! Меня зовут Алена, и я мама чудесного мальчика Глебушки, которому недавно исполнилось всего лишь 2 годика. У нас очень подвижный и любознательный малыш, и поэтому я всячески пытаюсь развивать его творческие способности, мышление, мелкую моторику и речь. И сегодня я хочу рассказать вам о том, что такое бизиборд и как его сделать своими руками. Бизиборд – это развивающая доска для детей, которая содержит различные кнопочки, замочки, щеколды, прищепки и другие предметы, которые могли бы заинтересовать внимание малыша в доме. Эта доска помогает развивать творческое и логическое мышление, сообразительность, внимательность, воображение, мелкую моторику, а также усидчивость. Дети, которые с детства усиленно играют с таким тренажером, начинают раньше говорить. Мы с мужем решили сделать такой бизиборд для нашего сыночка своими руками, так как кто может знать лучше нас, какие предметы и инструменты могли бы заинтересовать нашего малыша в доме. Он у нас очень активный и любит познавать все новое. Так как мы живем в однокомнатной квартире, то хотелось сделать что-то, что могло бы умещать как можно больше различных предметов для игры, а также развивало сенсорные навыки ребенка. Эта идея возникла, когда малышу не было еще и года, но уже тогда новая игра заинтересовала нашего ребенка. Она очень нравится ему и сейчас, а радует то, что тема актуальна примерно до 5 лет, то есть это развивающая игрушка долгоиграющая. Любая, даже супер интересная доска через некоторое время может наскучить ребенку. А так как идей у меня было очень много и все они не поместились на одной доске, то мы решили сделать 2 бизиборда. Один сюжетный, а второй с разными приспособлениями, которые можно вертеть, крутить, открывать, закрывать, шнуровать. Таким образом, первое, что нужно было сделать, так это определиться с размерами бизиборда. А так как мы запланировали сделать 2 бизиборда, то нам нужно было найти 2 доски для его создания. Следующим шагом было оклеивание бизиборда бумагой. Для первого бизиборда были распечатаны цветные картинки, а для второго мы приобрели оберточную бумагу в магазине канцтоваров. Далее мы посмотрели, что из необходимого уже есть у нас. Кое-что нам прислали бабушки, огромное им спасибо. А потом мы отправились в магазин хозтоваров, где были приобретены различные замочки, щеколды, подшипники, краны. А на OLX мы заказали часы, песочные часы, также шестеренки и лабиринт. И наконец все это нужно было максимально надежно закрепить на наших бизибордах, что и сделал наш папа. Для этого он использовал шурупы, заклепки, дрель. В итоге на сюжетном бизиборде мы разместили солнышко с лучиками, на концах которых закреплены бусины для развития мелкой моторики. Тучку с каплями, тоже из бусин. Дом с замком и цепочкой, за дверью которого наклеили Микки Мауса. Кстати, Глебушка очень любит открывать дверь и с ним здороваться. Сарай, который закрывается на крючок и щеколду, а за дверью которого можно увидеть коров и теленка. А на крыше сарая повесили колокольчик. Лабиринт, по которому передвигаются от домика к сараю сова, вот так вот, зайчик и медведь. Вот. Этот лабиринт был оклеен распечатанными картинками на цветном принтере. Также мы разместили на сюжетном бизиборде машину с крутящимися колесами из подшипников и собаку возле будки, которую можно передвигать от будки к сараю, как будто бы она вышла погулять. Так двигать на веревке. Наклеили картинку вот самолетика. Правда, она не двигающаяся. На другом бизиборде мы закрепили часы с двигающимися стрелками. Песочные часы, которые можно переворачивать. Правда, вместо песка мы насыпали кукурузную крупу. Кран, который можно крутить, вертеть. А под ним веселый слоник, который как будто бы хочет напиться воды. Шестеренки, которые можно поворачивать. Ручку с кольцами, благодаря им Глебушка учится считать до 5. Спиннер, который можно крутить.
крышку с горлышком от 5-литровой бутылки, которую можно откручивать, закручивать, как бы открывать, закрывать. Катушку от удочки. Муж выбирал такую, которая погромче всего трещит. Выключатель, розетку, навесной замок ключиком, который можно открывать, закрывать. Кет, который можно шнуровать. Вот. Курточку на молнии, которую можно открыть, одни свитер, закрыть. Вот такую кофточку на пуговичках, которую можно учиться открывать, закрывать, помогает развивать мелкую моторику. Карман, в который можно что-нибудь сложить. У нас, например, вот такие вот курочки разных цветов. Тоже учим цвета. Веревочку с прищепками. Тоже учимся надевать, снимать прищепки, развиваем мелкую моторику и учим цвета. Болт с гайками. И дисковый телефон с трубкой. Можно поворачивать, учить цифры, разговаривать по телефону. Это любимое занятие нашего ребенка. Общая стоимость двух бизибордов нам обошлась где-то в 700 гривен. Но могло бы быть и дешевле, если бы использовали старые материалы вместо новых. Однако, если такой бизиборд покупать, то он будет стоить от 1500 гривен за одну доску. Нашему сыну очень нравятся эти бизиборды, и он возвращается к ним снова и снова. А сейчас мы даже учим английский язык с их помощью. Какой это цвет, Глебушка? Какой это цвет? Желтый. Желтый, снимаем. А это? Катя. Молодец. А это? Зеленый. Зеленый, умничка. А это? Синий. Синий. О, я их играть. Пойдем с водой. Кто у нас в кармане спрятался? Ну посмотри, покажи, кто там спрятался в кармане. Кто это? Ку-ку-ку, а там еще кто? Какого цвета? Синий. Какая? Юва. Зеленая. Катя. Ку-ку. Молодец. Мам. А я благодарю всех тех, кто смотрит видео на моем канале. Ставьте лайк, если вам понравилось и было полезным это видео. Ссылки на описание я оставлю под видео. А если вы хотите узнать еще больше о развитии и воспитании детей, то подписывайтесь на мой канал и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых видео. Творческих вам идей! Всем пока!